Приветствую вас на моем канале, меня зовут Люба. Сегодня мы опять вяжем ажурный узор. Опять я показываю два образца на пушистике, на пушистой пряже и на летней гладкой пряже. Этот сиреневый образец у меня связан из полухлопка. Это турецкая пряжа Алара. Здесь 140 метров 50 граммов. Она такая толстенькая. Я вязала ее на спицах 3,5 миллиметра. Здесь всего 30 петель. Вот посмотрите, я основание сделала из резинки, и как вот этот ажур, он увеличивается. То есть это нужно учесть при выборе этого узора для вязания какого-то изделия. Очень красивая такая сеточка получается. Узор вяжется быстро, единственное, здесь нужно не потерять накиды, иначе узор сместится. Вот так вот выглядит изнаночная сторона. Как вы видите, узор абсолютно не косит, что немаловажно для ажурных узоров. И вот такой пушистик. На махере мне опять же нравится больше, как она выглядит. Давайте приступим к вязанию. Для вязания я набираю четное количество петель. Набирать буду на 2 спицы. Любым способом набираем петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. То есть здесь у меня 10 петель на основной узор и 2 петли кромочные. Достаю одну спицу. Можно, кстати, набрать вот этот наборный ряд на одну спицу, но только более слабо. Провяжу подготовительный ряд. Можно его не вязать. Ну, обычно ажурные узоры вяжут на какой-то основе. Итак, первую кромочную я провязываю лицевой, чтобы край у меня был стабильный. Все остальные петли у меня будут изнаночными. Опять же повторюсь, можно не вязать этот ряд. Вяжем все за передние стенки. То есть как лежит петля, так мы ее и вяжем. И приступаем к вывязыванию основного узора. Для этого первую кромочную мы снимаем. Далее мы делаем накид. Придерживаем немного этот накид. Вставляем правую спицу в 2 следующие петли лицевые за задние стенки. Вот таким образом. Цепляем рабочую нить, скидываем с левой спицы. Накид. Правую спицу в 2 петли за правые стенки, за задние, и вывязываем одну лицевую, накид, и до конца ряда из 2 лицевую, накид, из 2 лицевых одну лицевую вывязываем и до конца ряда. Провязали последнюю петлю, накид мы не делаем и сразу провязываем кромочную. В первом ряду кромочную я провязывала изнаночной, значит в последующих рядах буду тоже вывязывать изнаночной. Если вы кромочную вяжете лицевой, значит все кромочные последние лицевыми. Второй ряд. Кромочную мы снимаем, и далее все петли, включая накиды, мы провязываем просто изнаночными петлями. Петлю предыдущего ряда, накид предыдущего ряда провязываем все изнаночными. Кромочную, изнаночной. Третий ряд. Кромочную снимаем. Сейчас мы накид не делаем. Сразу вставляем правую спицу за 2 лицевые петли, также за задние стенки. И провязываем одну лицевую. Накид в 2 петли. Вставили спицу, провязали одну лицевую, накид, из 2 лицевых одну лицевую, накид и до конца ряда. Из 2 одну, накид, из 2 одну последний, и в конце ряда перед кромочной мы делаем накид и провязываем кромочную петлю. Вот этот накид не забывайте, иначе из-за этого накида у нас будет смещаться узор. Узор будет совершенно другим. Четвертый ряд узора. Кромочную снимаем и провязываем все петли также изнаночной.
петлей, включая накиды. Узор уже потихоньку вырисовывается, но еще особо не видно этот узор. И давайте для закрепления более быстро провяжем еще один раппорт этого узора. Кромочную снимаем, накид в первом ряду узора, вставляем правую спицу в 2 лицевые за задние стенки, провязываем 1 лицевую, накид, из 2 1, здесь понятно, накид, из 2 1. Отличие только в начале и в конце первого и третьего рядов основного узора. Перед кромочной в первом ряду узора мы не вяжем накид. Все готово. Следующий ряд изнаночный. Все петли изнаночными. Кромочная тоже изнаночный. Третий ряд узора. Кромочную сняли. Накид мы не делаем. Сейчас сразу вставляем правую спицу в 2 петли. Захватываем рабочую нить. Только сейчас мы делаем накид. И так до конца ряда. Запоминается этот узор быстро. Единственное, можно напутать с накидами. В начале этого ряда мы накид не делали, значит мы этот накид делаем в конце. Накид и кромочную. Еще раз повторюсь, вот этот накид в третьем ряду узора не потеряйте. И изнаночный ряд, все изнаночные. Еще один образец у меня получился, такой совсем маленький. И на полушерсти этот узор также смотрится очень красиво. Вот так этот узор выглядит на пушистой пряже, тоже очень красиво. И получается еще более воздушный такой узорчик. Опять же узорчик паутинка. Если этот узор вам понравился и урок был для вас интересен и полезен, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока!